Так что AMD вы сосете. Это понятно. Майнкрафт выдает на full настройках 1000 FPS. Без шейдеров, без ничего. Мы можем видеть 220 FPS с нагрузками в 28 чанков прорисовки. Стоп, секунду, это не реклама. Я настоятельно рекомендую хотя бы по тайм-кодам посмотреть на функции этой сборки перед скачиванием, потому что, пропустив их, вы рискуете облажаться с высоким FPS и настройками. Вы можете просто перейти в конец видео и узнать, где найти эту сборку для Minecraft 1.22. И да, небольшой спойлер, скачав эту версию майна, вы сможете играть с любой версией, не выходя из Minecraft, например, 1.24. А подробнее вы узнаете, смотря далее. Всем здравствуйте! С вами я, Блачок, Блок, Квадрат, Ёжик Морской. Вы, наверное, задались вопросом, ну как так может быть? Я вам показал на превью, что там почти по 1000 FPS в Майнкрафте, которую даже хорошее железо не может вытянуть. Я хочу сейчас вам показать папку, в которой находятся моды. И вы можете видеть 62 элемента. 62 мода в данном паке на оптимизацию. Почему 62? Ты же типа написал в названии 100 модов, установил 100 модов на оптимизацию. В этом видео вообще не будет никакого монтажа. Я просто хочу прямо при вас сделать запуск этой сборки на 100 модов и посмотреть, какой будет результат. Так вот, вы видите перед собой Майнкрафт. Вот он. Я вас не обманул. Тут более 100 модов. Вы можете вот здесь видеть. И сейчас я вам покажу данную сборку. Создаем новый мир. Сейчас все прогрузится. Назовем как-нибудь вот так его. И вот просто смотрите. Вот этот моментик. Это просто разнос. Такой разъем. Я нажимаю создать новый мир. Считаю. 1, 2, 3, 4. 4 секунды. За 4, мать его, секунды создается мир Майнкрафта. Мы сейчас можем видеть у меня 500 FPS. Смотрим мои настройки. У меня все стоит на максимум. Тут используется содиум. Можем заметить. 35 чанков прорисовки. 35. Вы можете, я вам сейчас покажу свои настройки Майнкрафта. Вы можете воспользоваться ими. Вот такие у меня настройки. Вот здесь вот я немного, я же говорил, я экспериментировал с чанками, чтобы они, там, прогружались без зависаний, более быстрее прогружались. Я поставил тут все ядра, вы можете, как у меня, поставить, в принципе, все настройки. Тут шейдеры, я с шейдерами также хочу протестировать этот пак на оптимизацию. И вот, вы можете заметить. Также тут... Вот, есть какой-то мод. Вот это ядра процессора или что такое. Ты, выделяешь вот эти вот ядра процессора, я так понял, для Майнкрафта. Давайте я для начала поставлю 12. 12 прорисовка чанков. Смотрите, если я буду стоять на месте, у меня будет, это еще с записью, 1000 FPS. 1000, мать его, FPS. Я сейчас покажу вам характеристики моего компьютера, вы можете видеть в правом углу. У меня стоит 1060 и i5 10 поколения. То есть это практически минимальные требования для игры в Майнкрафт. Почему минимальные? А потому что в этой сборке стоит мод NVIDIA, который только работает с видеокартами от поколения 1630 и только с NVIDIA картами. Так что AMD вы сосете. Это понятно. В принципе. А VG у меня средний FPS 960. Средний FPS. Я бегаю по миру с 12 чанками. 12 чанков. Это, до хрена чанков. Сейчас 1000 FPS 12 чанков. Я могу позволить себе 24 чанка. 24 чанка. Вот просто посмотрите, насколько быстро прогружается мир. Все, он прогрузился полностью. 24 чанка. Я взлетел наверх. У меня 570 FPS. В тяжелых сценах будет, мне кажется, до 300 падать.
24 чанка прорисовки. Давайте я начну лететь. Я прогружаю мир, и у меня падает до 400. Что ты нахуй говоришь? Вы просто посмотрите, я прогружаю мир, у меня минимальный FPS при прогрузке мира 400. Вы видите, как прогружается территория? Какая она, сука, огромная. Я смотрел иноязычный канал какой-то там, ну, на оптимизацию там моды были. Я посмотрел его модпак, который он поставил. У него стояла 3080 видеокарта. У него Майнкрафт выдавал при 16 чанков или сколько-то, вроде так было, 1000 FPS. У меня, блядь, 1060 видеокарта. Если я поставлю 12 чанков, у меня будет 1000 FPS. С этими модами, которые сейчас у меня стоят, можно сравнивать мою видеокарту с 3080, сука, в Майнкрафте. Render distance you can lower. I'd usually lower this to maybe 12, which is pretty much the default for Minecraft, which should help farm, which is great. When we hit F3, you'll see that I'm getting 1100 FPS before I open this, which is a huge improvement from even... Короче, вы должны пошаманить с настройками вот этими, чанк, короче, прогрузкой чанков, получается, выделение ядер на рендеринг местности. Вот здесь пошаманить и вот здесь вот пошаманить. Я шаманил, ну, это, наверное, максимально, типа, что я добился. Возможно, у вас получится лучше, чтобы оставить нормальный FPS и при этом быстро генерировались чанки. Тут есть одна загвоздка. Я нажимаю F3 и что типа мне надо F3 нажать, зажать и 2 нажать. У нас получается вот такие вот графики вылазят. Справа это график то ли пинга типа в локальном мире, то ли что типа такого. Когда мы прогружаем при большой прорисовке чанков территорию, у нас пинг вот этот локальный, он начинает хуярить. Я не знаю, как это исправить. Я поставил я нашел максимальное количество модов, которые я смог найти в интернете, в принципе, на оптимизацию Майнкрафта, чтобы вот эта вот хуйня не прыгала. Потому что, объясняю, когда эта херня прыгает, вот видите, вы красную залупку, которая справа плывет, когда красная херня вот это выскакивает, бывают даже оранжевые, у вас начинает фризить Майнкрафт, именно фризить. У вас происходят микро вот такие вот лаги. Это именно фризы. Вот вы можете видеть, я захожу в джунгли, у меня пизда прорисовки. Вот видите, я вышел с джунглей, у меня начал стабилизироваться пинг вот этот локальный. В нормальные моменты он начинает, ну, когда он, типа, не перезаполнен всякими элементами, вот, типа, вот, в джунглях, он начинает быстро прогружаться. Я не знаю, как это, в принципе, работает, но вы можете видеть перед своими глазами. У меня, если я сейчас зайду вот в настройки, видите, у меня будет 64 чанка. Возможно, у вас будет меньше. Объясняю почему. Для этого вам нужно зайти в моды и найти мод Бобби. Он так вот называется. Вы просто здесь в конфигурациях ставите сколько хотите чанков максимально, в принципе, ну, которые вы хотите видеть. Я могу 256 поставить, 254. Сейчас я покажу еще один мод, но это разъеб. Вы открываете, вы нажимаете вот на эту кнопку «Открыть мир для сети». Здесь вы можете не использовать никаких хамачи, никаких атерносов, чтобы создать свой сервер Майнкрафт. Вы настраиваете вот здесь вот сервер, как вы хотите. Вы можете даже собственный порт вписать, а не который рандомно задается в Майнкрафт. Например, 5555, лимит игроков поставить, описание этому серверу. И открыть мир для сети, там выдастся вам IP. Вот, Seus Renew. 40 чанков!
стоит 40 чанков. 10 в 60. Видеокарта 40 чанков. У меня тем временем 60 FPS. Это не играбельный FPS, я могу сказать. Потому что при тяжелых всяких моментах он будет понижаться, и это некомфортно будет. Но 40, сука, чанков. 60 FPS на 1060 видеокарте. С теусами Renew. Сейчас я хочу вам... я включу шейдеры. Сейчас мы перейдем на одну карточку. Вот, кстати, вы вышли с Майнкрафт мира, вы видели вот только что счетчик был. Вы когда выходите с Майнкрафт мира, вы сразу же мгновенно выходите с него, вы не ждете, пока он загрузится, пока он сохранится. Когда вы выходите с этого мира, у вас появляется на этом мире счетчик, через сколько он загрузится. Я сейчас хочу перейти на специальную карту для теста FPS под нагрузками. То есть, вот, допустим, вы зашли на какой-нибудь сервер, где там фермы и все остальное. Я понимаю, это, конечно, не ферма прям, но это значительно уменьшает FPS. И это неплохой тест, это самая лучшая мапа, которая, тестит твой FPS в Майнкрафте. 12 чанков. 12 чанков в обычной игре мы видели 1000 FPS. Сейчас по нагрузками 325 FPS. То есть, если вы зайдете, например, в какой-нибудь город, не город, к фермам подойдете, у вас будет 300 FPS при 12 чанках. Я поставлю 28 чанков. Мы можем видеть 220 FPS с нагрузками в 28 чанков прорисовки. Ну и давайте 40 поставим чанков. Проверим эту шлюху. 40 чанков прорисовки, мы видим 140 FPS под нагрузками. В Майнкрафте 140 FPS под нагрузками. Еще одну функцию хочу вам показать, которая есть в этой сборке. Я нажимаю сетевая игра. Я нажимаю вот сюда. И тут вы можете выбрать любую версию Майнкрафта для захода на сервер. Я нажимаю 1.19.4. Я не знаю, что вот это за залупки. Выходим, заходим. Вот, у меня получилось. Вот, мы зашли на сервер. Я что-то просто не понял, какой-то хуй оно не сработало. Так, короче, вы можете видеть, я захожу вот прям на Optifine, нажимаю играть, я буду прям в реальном времени это показывать вам. Так будет, мне кажется, интереснее. Кто хочет, блять, может проскипать, мне похуй. Вот. 12 чанков прорисовки. Окей, ладно, сейчас. У меня, видите, даже начинает вот эта хуйня триггериться. Если я начну прогружать территорию, она начнет скакать нахуй. Вон справа вы можете видеть. Я встану просто на месте. Вы можете видеть, у меня 470 FPS. Максимально, который я увидел. 470 FPS на месте. Там было, если я на месте стою, 1000 FPS. Так, давайте поставим 40 теперь чанков. Ну это пиздец. Оно... Вы можете видеть, как лагает уже. 45 FPS сейчас показывает. Насколько, вот вы видите, долго прогружается мир. Смотрите просто на этот пинг, нахуй. Вы можете сами видеть, что происходит на Optifine. Под нагрузками. Не вижу смысла дальше ждать, пока эта хуйня прогрузится. Давайте мы поставим 28 чанков. Все, он сдох. Компьютер сдох. Я ничего не менял, все так же. Видите, пинг просто ебашит. Давайте просто вот одиночный мир на содиуме. Насколько быстро он загрузится. Создать новый мир. Считаем. 1, 2, 3, 4, 5. Ну, короче, дохуя грузится. Вы сами видите, как бы. Если вы играете в Майнкрафт, вы понимаете, что создание мира происходит очень долго. 12 чанков по рисовке смотрим. 1100 FPS.
Да я даже бы сказал, ну, вот, получается больше FPS на содиуме просто, чем на содиуме еще с модами. Если я начну передвижение, сколько у меня будет FPS? Я не знаю, тут не показывается вот этот вот пин, о котором я говорил, но я чувствую фрезы жесткие. Это 12 чанков всего лишь. Фрезы чувствуются. Если я начну просто прогружать так территорию, у меня пиздец сейчас фризит. Давайте посмотрим 28. А, ебать, я больше не могу 60. Я не могу 40 поставить. Давайте я 32 чанка поставлю на содиуме, посмотрим, какой у меня FPS будет. Ну вот, он даже не может прогрузить вот те чанки. Очень долго грузит. У меня фризит причем. Но эти фризы это невозможно. Больше, скорее всего, FPS, потому что не может прогрузиться нормально 32 чанка, ёбаный. У меня как будто сейчас пинг, как будто на Optifine. Я не могу вам это показать сейчас. Я без понятия, как это сделать. Тут нету модов. Ну вот, вы можете видеть, 32 чанка, они не грузятся. Возможно, у меня FPS побольше. Да, видите, я начинаю бежать, лететь, то есть у меня до 1000 FPS. Но это все потому, что у меня полностью не прогружается территория. А, ну конечно. Она сейчас будет миллион лет сохраняться. Я не знаю, почему так. Я через диспетчер сейчас задач закрою просто и все. Майнкрафт. Кстати, подписывайтесь на мой телеграм-канал. Я там публикую и буду публиковать всякие посты. Вот. И ссылка на телеграм-канал будет еще в описании. И вот еще QR-код. Давайте я поставлю 12 чанков по нагрузкам из Солиум. Сейчас посмотрим. Пусть оно прогрузится нормально. Солиум под нагрузками 12 чанков. 185 FPS. 28 чанков. Так, ну вот 28 чанков, смотрим. 138, 145 FPS. Стоп. Я не помню, сколько там было, но там примерно столько же было. Так что вот что получилось, в принципе, с этих 100 модов на оптимизацию. Я вот недавно создал бусти, короче. Вы можете на него подписаться, где вы можете достать эту сборку. Половина этой сборки будет у меня в телеграм-канале. Вот QR-код, либо можете в описание зайти. А вторая часть этого модпака у меня будет на бусти. Вот QR-код. И в описании тоже будет ссылка на бусти. Вот что из этого вышло, в принципе. Думайте сами, надо ли это вам. И всем пока, с вами был Блок. Надеюсь, вам понравилось это видео. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Всем пока.